Всем привет! У меня к вам сразу вопрос. Как вы относитесь к празднику тыквенному, там, Хэллоуин, который? Я вот вообще просто нейтрально. Но есть тенденции, есть тренды, есть всякая вот такая вот движуха. Да и в принципе сейчас сезон тыквы. Поэтому мы сегодня с вами приготовим очень вкусную вот эту вот вкусную тыкву. Мы ее сделаем с индейкой. Ну что, берем нашу тыкву. Я сделал вот такой вот надрезик, то есть срезал у нее попку, чтобы она лучше стояла сейчас и впоследствии. Берем, в общем, ножичек, и ножиком нам нужно вот так вот аккуратненько, потихонечку вырезать шапку. Вот так вот берем и по кругу произвольно вырезаем. Вот так вот. Раз. Откройся, тыква. Ну и теперь при помощи ложки и наших ловких рук вот таким вот образом отделяем сердцевину. И вот так вот ее вытряхаем. Семечки и все, что там есть. У нас получился бочонок из тыквы. Вот с такой вот крышечкой. Как будто она цельная. Там все зачищено и вычищено. Ну а также у меня есть вот такое вот количество семян. В этой тыкве прям их очень много. Вот напишите в комментариях, что вы с ними делаете. Я обычно их сушу. Водой промываю, потом на полотенечко выкладываю, они сохнут, и потом их можно трескать. Ну, а можно еще в духовке их подсушить, поджарить. Теперь мы делаем следующее. У меня есть вот такой вот сушеный розмарин. Давайте половину с него отправим в ступку. Ну и вот так вот слегка перемолим, чтобы у нас получились более такие вот мелкие кусочки. Высыпаем в тарелочку. Добавляем сюда чесночка. Вот так вот. Хлоп. Добавляем соли. И добавляем перчика. А также бахнем сюда маслица подсолнечного. Ну и хорошо все перемешаем. Чтобы у нас вот такая вот получилась масляная со специями, с чесночком смесь. Ну и теперь мы берем вот этой вот смесью, вот так вот смазываем борта нашей тыквы. Вот так вот прям. Хорошо промазываем. Тыкву мы пока убираем в сторону, а тем временем подготавливаем все остальные ингредиенты, которые, собственно говоря, будут начинкой для нашей тыквы. Берем картоху и вот на такие вот ее кусочки среднего размера нарезаем. Так, раз, два, три. Ну, такой вот примерно кубик, чтобы у нас получился. А еще мы берем морковку и нарезаем ее на кружочки. Не слишком толсто и не слишком тонко. Еще мы берем красный лук и на такие вот крупные, мне хочется его кубики порезать. Прям вот так вот раз. Чтобы они прям вот такие вот были. Кубики. Вот такой вот нам кусочек филе индейки потребуется. Я заранее с него снял все вот с наружной части, ну, по максимальному пленочки, чтобы они нам не мешали. В общем, берем филе, нарезаем на такой вот крупно, ну не совсем крупно кубик. Так вот произвольно, примерно на такие вот кусочки нарезаем нашу индейку. Дальше нам нужно произвести в определенной последовательности тепловую обработку предварительную наших продуктов. И мы в очень хорошо разогретую сковороду вок наливаем растительное масло.
Вот так вот наливаем маслица. В это маслице отправляем картофан. Картошечку нам нужно так вот слегка обжарить, но постараться, чтобы она у нас такая вот была румяная с корочкой. Пока обжаривается картошечка, я вот кружечку кваса захотел за вас хлопнуть. За ваше здоровье, за ваше настроение и прекрасное будущее. Картошечка у нас слегка прижарилась. Давайте отправим к ней остатки наших листочков розмарина. Добавим по вкусу соли. Вот так вот все перемешаем. Ну, чисто чтобы перемешалась соль и розмарин. Пока уберем в отдельную емкость нашу картоху. Теперь в остатки масла мы отправляем морковку и лук. Сразу перемешаем, чтобы остатки розмарина сильно не пригорали. Потому что не все удалось вытащить, но ничего страшного. Они сейчас дадут аромат в морковку и в лук. Здесь смотрите сами, вот как вам больше нравится. Если вы хотите, чтобы в конечном итоге структура лука и морковки остались более цельными, не превратились в кашу, то вот прям слегка-слегка обжарьте. Я вот именно так и сделаю. Но если вы хотите, чтобы у вас прям такое вот там пюре получилось, то побольше, подольше все это дело обжаривайте. Теперь мы добавляем в сковородку нашу индейку. Ну и как вы уже догадались, нашу индейку нам нужно обжарить на сковородке вместе с лучком и морковкой. Прям не сильно, пару, максимум тройку минут, периодически перемешивая. В сковородку возвращаем картофель. Все это дело перемешиваем. Добавляем по вкусу соли. Ну а также свежемолотого перчика, кто любит. У меня смесь 5 перцев. Ну и еще раз все перемешиваем. Тыкву мы на этом этапе еще раз вот так вот промазываем. Ну и теперь, как вы понимаете, мы в нашу тыкву отправляем мясо с картошкой, с лучком и периодически добавляем черносливины. Вот так вот раз. И теперь картошечку с мяском. Так, поплотнее все укладываем, чтобы у нас все поместилось. Ну вот прям смотрите, чуть-чуть прям не влезло. Прям вот я трамбовал, но вот чуть-чуть не поместилось. Но ничего страшного, это можно просто на сковородочке сейчас дожарить до готовности. И отдельно при желании скушать. Это будет перекус, пока готовится дальше тыква. Да, лучше пусть будет больше, чем тыква будет полупустая. Дальше, как вы понимаете, я закрываю крышкой. Постелите снизу в несколько слоев фольгу, чтобы не сильно тыква снизу пригорала. Ну и накройте ее сверху просто вот так вот фольгой, чтобы она тоже не сильно пригорала. Отправляем в духовку 180 градусов минимум на 40 минут. Здесь смотрите по размеру своей тыквы. Я отправлю на 40 минут. Тыковка подъехала! Я добавил все-таки еще 20 минут. В общей сложности тыква была в духовке 1 час. За 5 минут я снял фольгу и включил режим конвекции, чтобы она так вот снаружи слегка подрумянилась. Минут за 15-20 там начало все бурлить, кипеть и вот потихонечку выкипать.
но это дало ароматику. Здесь еще смотрите какой момент. На многих видео, на многих рецептах я видел, что люди вытаскивают тыкву, а она там просто вся, вот знаете, вот разваливается в кашу. Они там ее держат по 2 часа, а потом стоят и не знают, что с ней делать. Не могут ее переложить, потому что она разваливается. По сути, тыкву можно есть сырой. Начинку внутри мы уже тоже наполовину приготовили. Часа достаточно, чтобы там внутри все дошло. Поэтому, не передерживайте, выключайте фанатизм, и все будет хорошо. Обратно закроем тыкву фольгой и дадим ей в таком режиме отдохнуть минут 10-15. А горшочек-то тяжелый. Представляете, да, сколько тут веса? Опачки. Вот такая у нас тут получается обстановочка. Как вы видите, там очень много бульона. Я специально взял доску для подачи вот с такими вот бортиками, чтобы у нас ничего не вытекало сильно. Теперь мы берем и нашу тыкву, видите, как она легко прям режется. Вот так вот раз. На такие вот долечки ее берем, разрезаем. Опа! Вы только поглядите, какая тут сказка. Ну, конечно же, давайте попробуем. Берем вот тыкву, она достаточно легко отходит. Но в тот же момент она не превратилась в кашу. Она, знаете, вот свою структуру имеет, хотя очень мягкая. И очень прикольно то, что она была пропитана специями, перчиком, чесночком, маслицем, то, что мы смазывали. Она прям в себя это все взяла. Очень атмосферно и очень вкусно. Спасибо всем за просмотр, спасибо, что проявляете активность в виде лайков, комментариев и всего остального на моем канале. Вы большие молодцы. Ну а чтобы ваш вечер, день или любое другое время суток было более интересно и продуктивно, смотрите следующий видосик вот сюда вот, если вы на ютубе, нажимайте, вот тут оно, и наслаждайтесь. Ну а я на сегодня с вами прощаюсь. Пока-пока!